Ну чё, говорящее табло, давай развлекаем. Ребят, всем привет! Сегодня будет очень интересное видео по металлообработке. Нам прислали в ремонт барабан от стиральной машинки Fagor 50 килограмм. И на нем нужно восстановить посадочное место на валу, наварить, проточить, под посадку изготовить гильзу под сальниковое уплотнение. Все это будет делаться с необходимыми допусками под подшипники, которые закупил клиент. Отправляемся мы в токарный цех к Денису. Это тот самый товарищ, с которым мы гоняли на Кольский полуостров. Кто давно на канале, тот наверняка это видео уже смотрел. И в дальнейшем я вообще планирую все подобные работы проводить на базе его цеха. Потому что, очень большое количество работ они проводят самостоятельно, не отдают практически ничего на субподряд. В общем, все необходимые станки у них есть. Ну и вообще взаимодействовать с товарищем не только на отдыхе, но и в рабочих моментах, это всегда приятно. Так что не будем терять времени, сейчас отправляемся к нему в цех, и вы увидите весь этот процесс изнутри. Поехали! Вот так вот у нас выглядит вал больной, перемотанный весь. Прямо как в сказке, в мультике про Айболита. И приходит к нему лечиться и коровы, и волчица, и жучки, и паучки. Восстанавливать будем вот здесь сейчас наплавлять, уже сняли на токарном станке. И вот здесь вот заматываем для того, чтобы вал не забрызгать сварочными всеми брызгами и всем прочим. Специальный термостойкий материал. Масса на магните. Наплавку осуществляем с диаметрально противоположных сторон, для того, чтобы при нагреве не повело вал у нас и сохранилась соосность вала и барабана. Ну вот, обварили посадочные. Сейчас будем по месту протачивать. Вот что хотел показать. Это у нас гильза, беговое кольцо, по которому у нас работают сальники старые. Вот сняли сейчас его с вала перед проточкой. Вот. Но здесь все прослаблено. Клиент новое кольцо не покупает, потому что очень тяжело у нас в стране заказать запчасти на Fagor. Поэтому изготовили новое, тоже из нержавейки. Вот такую вот фасочку сняли, чтобы сальник заходил у нас лучше. Вот. И с другой стороны есть тоже проточка. Сейчас попробую показать. Тоже внутри фасочка, потому что на вал одевается резиновое кольцо. Вот. Под него вот сделали вот такую вот проточку. Вот разница. Старая и новая. Ребят, ну вот, кстати, вот вы сейчас видели то, что несколько раз ставили индикатор и не получается поймать нужное положение, то есть стрелка прыгает. Мы будем сейчас дождем, наверное, пока остынет вал, после обработки он все равно нагревается, и будем пробовать снова его установить для чистовой уже обработки посадочного места. Это вот к вопросу о том, что когда
начинаешь объяснять людям, почему это сколько стоит работа, начинаются вопросы, почему так дорого, а что там делать. Вот, собственно говоря, одна из причин. То есть, во-первых, работа идет несколько заходов. Во-вторых, нужно сейчас, вы видели, меняются резцы для того, чтобы сделать основную поверхность рабочую, да, и торцануть, да, под каждой своей задачей, под каждый тип поверхности свои задачи. По точности обработки, то есть где-то нужна одна посадка, где-то другая посадка. То есть вот сейчас мы будем здесь, наверное, делать 2 сотки в плюс. Что на гильзе, на беговом кольце, что на подшипник, чтобы он поплотнее садился. Будем ловить вот этот момент, чтобы как бы все у нас четко было. Тем более, что клиент прислал подшипники. Делаем посадку конкретно под них уже. Все европейцы и даже американцы, на самом деле, очень делают свои барабаны из нержавейки низкого качества. И для того, чтобы сэкономить, и стенка барабана тоже делается очень тонкой. Соответственно, когда ты пытаешься восстановить посадочное, тебе нужно зажимать барабан в 4 кулачка в нашем случае. А из-за того, что барабан, ну, будем говорить, жидкий, стенка барабана жидкая, то очень тяжело поймать, сделать центровку, потому что поджимаешь один кулачок, барабан просто вдавливается, смещается и начинает вибрировать. Поэтому скорость подачи большую не сделаешь, потому что деталь большая, то есть метр в диаметре, опять же в нашем случае. Ты не можешь быстро вращать ее, потому что иначе есть риск, что она у тебя просто слетит со станка и покалечит людей. Поэтому, собственно говоря, стоимость работы по восстановлению посадочного места на валах, имеется в виду барабанов, она дорогая. То есть это требует большого количества трудозатрат времени и сил. Ну и ответственность на самом деле, потому что бывает так, что не проконтролировал и барабан сделали, смотришь, клиент звонит, что такое, что не могут собрать, начинаешь разбираться, почему, где и как. Поэтому, ну, здесь нужно на каждом этапе контролировать. Чем мы занимаемся? Здесь у нас осталось 7 соток, здесь 5. Остатки сейчас будем снимать уже наждачкой просто. Убираем капли сварки. Обычно это происходит после наплавления. Тоже еще одна дополнительная операция. Говорит? То есть плюс 4. Ну, давай, да, плюс 3 сотки тогда делаем и оставляем. Сейчас
проходную фасочку еще снимем. И здесь тоже. Ну вот. Подчиняем примуса. Дэн за своей основной работой. Очищаем говно со шкивов. Да. Каждый день. Какой станок шлифовальный, да? Это зубошлифовальный станок, модель 5831. 58. Московский завод зубошлифовальных станков, по-моему, так. А что такое 5831? Это что значит? Честно тебе не скажу. Пятерка это часто использовалась, просто эта цифра в обозначении маркировки станков для зубообработки. Вот это маленький станок 5831, у тебя спиной 3 станка 58-43. Если это уже большие станки. Заехал в цех, кругом целая куча металлолома, станки. А эрозию вы какую купили, а? Вторую. Да, да. У нас Круто. она сломалась. Круто. Вместо того, чтобы ее чинить, как Можете себе в позволить. машине пора менять масло, ну нахрен. Ну купим новую. Столько денег, что девать их просто некуда. А вы сразу на горячую ее, что ли, сажали, да? Да. А, и потом уже протачивать, чтобы соосно было, да? Нет. Она точно соосна. Вот такая поверхность у нас получилась. Собственно, вы все видели, когда он стоял в станке. Сейчас вот уже сняли. Это у нас передний подшипник. Здесь у нас будет задний. Вот. Небольшую фасочку сняли, чтобы проще было надевать. Собственно, осталось только у нас вот сюда насадить беговое кольцо для сальников на горячую. Здесь резиночка будет, новую поставим. Сегодня уже приедут, после обеда заберут. Короче, чем мы сейчас занимаемся, Жень? Скажи. Ну, как это называется? Разводим людей на деньги, да? Это наша корова, и мы ее доим, понял? Да. Короче, смысл в чем? Заказчик не хочет покупать новое беговое кольцо, по которому бегают сальники. Есть только старое. На нем есть старая резинка. Резинка новая, имеет другое сечение. Соответственно, мы не знаем, какой выбирать радиус под нее, чтобы втулка полностью села на вал. Методом подбора вот сейчас подбираем и пробуем, насколько будет плотно сидеть. Не делайте голову, покупайте оригинальные запчасти, и мы останемся без работы. Зарплата нет! Работа нет! Сделали вот такой вот радиус. Его должно хватить, чтобы плотно обжать вот эту резинку, и чтобы наша гильза села вплотную к барабану. Сейчас будем греть и пробовать насаживать. На всякий случай температурным герметиком еще помажем, чтобы если лишний радиус там есть, полость какая-то, вот здесь вот, чтобы все у нас загерметизировалось. Вот сейчас все на месте. Красота. Вот так выглядит весь технологический процесс по восстановлению шеек вала на барабанах стиральных машин. В общем, было, если интересно, то подписывайтесь на канал, напишите, что вам еще интересно заснять, показать. Всем пока!